Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем продолжать баловаться пигментами. Как я вам и говорила, сегодня мы с вами сделаем зеркальную втирку из пигмента. Что же такое зеркальная втирка? Это когда пигмент втирается на финиш без остаточной липкости. Но здесь существуют некоторые нюансы. Итак, если в ваш финиш на полной просушке пигмент не втирается, значит ваш финиш нужно не досушивать, втирать, опять же на 5-10 секунде. Замечательно затирается, как вы видите, я просушиваю финиш буквально такие 5 секунд и затираю на него пигмент, все отлично затирается и получается идеальное зеркало. Если же вы пересушили свое финишное покрытие и ваш пигмент все равно не затирается, вы можете протереть поверхность финиша жидкостью для снятия липкого слоя, и тогда пигмент будет втираться в жидкость, то есть затрется ваш пересушенный пигмент. Для того, чтобы поверхность получилась совершенно зеркальная, пальчиком дотираем пигмент до того состояния, пока он не станет полностью зеркальным. И в принципе совершенно любой пигмент любого помола можно затереть в зеркальную поверхность. Единственное, от помола, конечно же, будет зависеть, насколько плотно друг к другу будут лежать частички пигмента и насколько плотное зеркало у вас при этом получится. Вот здесь вам для сравнения зеркальная поверхность пигмента и втертый пигмент в липкий слой с эффектом ткани. Как я вам и говорила, мне вот этот вот эффект, который получается на липком слое втирки, напоминает какую-то ткань, то ли шелк, то ли парчу, то ли какую-то интересную такую структуру. И поскольку сегодня у меня есть 3 типсинки, на которых втерт зеркальный пигмент, мы, конечно же, на них порисуем, потому что просто так оставлять типсинки будет неинтересно. Итак, на первом типсе мы рисуем какую-то геометрию, самые простые линии. В данном случае, для того, чтобы дизайн получился нежным, мы используем закругленные элементы. Вот такие вот спиральки, подчеркиваем их живыми линиями по бокам. Что же в данном случае значит определение «живая линия»? Это когда у линии в одной линии переходит от толстого к тонкому, то есть толщина по линии двигается. Чем интереснее вы будете раскладывать толщину в линиях, тем интереснее получится ваш дизайн. Обратите внимание, как я выполняю данные элементы. Я прокладываю сначала линию, а потом наношу уплотнение в нужных мне местах. Можно при рисовании линии просто наступать на кисточку в тех моментах, где я хочу сделать более толстый элемент. То есть нажимать на кисть, чтобы кисть раскрывалась и ворс давал более толстую линию. Девочки, которые отучились на онлайн-курсе «Тонкая линия», конечно же, поняли в этом месте, что я им говорила, и сядут, повторят, сделают такой дизайн, отработают движение линий, конечно же, в этом месте. А если кто-то не учился на тонких линиях, тот, наверное, побежит учиться. На самом деле вот этот дизайн совершенно простой, очень легкий и очень быстрый. Ничего сложного в выполнении данных элементов нет, поэтому все с ним справятся, и на руках клиента такой дизайн будет смотреться очень интересно.
И поскольку мы сегодня с вами отрабатываем работу с пигментами, то, конечно же, прорисовочку затираем пигментом. В данном случае я использовала вот такой вот рыжий цвет. Очень красиво смотрится сочетание рыжего пигмента и зеленого. На втором типсике повторяем прием с живыми линиями. Здесь можно вообще очень хорошо просмотреть, как двигается кисточка, когда нужно сделать уплотнение. На этом типсике мы с вами сделаем так называемый эффект чеканки. То есть у нас есть в зеркало затертая нижняя часть типсинга, то есть подложечка. Мы нарисуем линии точно так же тем же самым пигментом, их в зеркало затрем. И у нас получится пигмент подчеркнет объем наших линий, они станут казаться более фактурными, и в то же время у нас будет полностью зеркальная поверхность. Не забываем перекрывать наш дизайн финишным покрытием, потому что это важно, иначе ваша втирка сотрется в процессе носки. Итак, в сегодняшнем уроке у нас получилось два дизайна, которые совершенно простые. Вот они вообще элементарные, с ними справится любой, даже первоклассник, даже новичочек, даже тот человек, который первый раз взял в руку кисточку. Я в вас верю, вы справитесь. А вот этот вот дизайн уже не настолько простой, вот здесь уже будет действительно сложно. Для того, чтобы в данном случае нарисовать дизайн, я наношу сетку разметки. То есть вот эти вот пересечения линий, которые я стараюсь сделать на одном расстоянии, чтобы у меня получились одинаковые квадраты, это и есть разметка, которая в дальнейшем поможет сделать мне симметричный дизайн. Итак, ориентируясь на клеточки разметки, начинаю создавать какие-то элементы. Ничего в голове, никакой готовой картинки у меня при этом не было. То есть все элементы рождаются по ходу пьесы, и будет то, что получится. Но получился в итоге очень красивый дизайн. Мне безумно понравился, мой любимый из всей этой серии дизайнов. А те, кто пропустил вчерашний ролик с первой частью втирок, обязательно вернитесь и посмотрите, потому что там тоже очень интересные дизайны. Итак, заполнили нашу разметку теми элементами, которые нам показались нужными в этом дизайне, и отправляем их на просушечку. Просушиваем буквально 10 секунд и затираем пигментом.
Конечно же, пигментом у нас затерлось все, и сам основной нужный нам дизайн, и линии разметки. Но я по этому поводу совершенно не переживаю, потому что я собиралась заполнять полностью всю поверхность типса. Итак, у меня под низом зеркальная втирка, которая у меня останется очень тонкими элементами где-то в каких-то дырочках в элементах. Ну, надеюсь, вы меня понимаете. То есть останется задним планом где-то очень тонко. И какие-то крупные элементы я заполняю черным цветом и буду затирать на них зеленый пигмент. И именно на этом этапе прячутся все огрехи с тем, что у меня получилось где-то видно разметку. Добавляю буквально бликовочно белого цвета для того, чтобы показать самые яркие места. И получаю вот такой вот интересный дизайн, я не знаю, в турецком стиле, не в турецком, очень интересно смотрится. На что он похож, понятия не имею. Если у вас есть какие-то идеи, напишите в комментариях. Вот такие 6 потрясающих дизайнов мы с вами научились рисовать. Кто не видел начало, посмотрите обязательно вчерашний ролик. Я же на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!